Серкан с помощью Айфер составляет для еды букет и даже пишет записку. «Фея, прости меня!» Эда вернулась с прогулки на яхте. После сюрприза от Серкана она идет к нему в офис. Серкан спрашивает у нее, останется ли она, и Эда отвечает, что останется, так как договор еще действует. Эда предлагает держаться подальше друг от друга. Оставшиеся 44 дня. Серкан говорит, что все может закончиться раньше, если Селин бросит Ферита. Либо они поженятся, добавила Эда. Серкан говорит Эде, что она будет работать ландшафтным дизайнером и одевает ей на палец обратно кольцо. В кабинет входят Ферит и Селин и объявляют, что у них свадьба на следующей неделе. Накануне вечером у Ферита и Селин был разговор. Ферит сказал ей, что пора заканчивать, так как она до сих пор бегает за Серканом. Ферит предложил пожениться и забыть Серкана, либо расстаться. Селин ответила «да». Ферит рассказывает, что они завтра улетают в Италию и вернутся за день до свадьбы. Серкану кажется это странным. Когда пара уходит, Серкан говорит Эде, что ему наплевать на Селин, но он не хочет видеть Ферита через неделю в холдинге. Серкан хочет помешать им уехать. Он говорит, что устранит Ферита, а Эду просит поговорить с Селин, а также поболтать с Айдан. Эда соглашается, и Серкан благодарит ее за помощь. Энгин замечает, что Перил злится и даже не сказала ему сегодня «доброе утро». Айдан замерла. Сейфи говорит Эде, что это она так переваривает новость о Селин и Ферите. Айдан говорит Эде, что та должна была заставить Селин ревновать. Эда же говорит, что все дело в ее сыне, который ведет себя как робот. Айдан спрашивает у Эды, поддержит ли та ее и дальше, после завершения контракта, и просит ей позволить поддержать ее сейчас. А тем временем в офисе Энгин заговаривает с Перил о Серкане и Эде. Он рассказывает ей, что Серкан дал ему задание сделать брачный контракт. Он думает, что они с Эдой тоже женятся, и будет двойная свадьба. Энгин говорит, что будет у Серкана свидетелем. А Перил отвечает, что его никто не возьмет, так как в день свадьбы у него появятся семейные дела, и он сбежит. Серкан и Эда приезжают в холдинг. Серкан предлагает отцу быстро выкупить акции Селин, чтобы ее не было в совете директоров. Альптекин говорит, что не может этого сделать, так как знает отца Селин уже 40 лет. Он советует Серкану просто порадоваться за Селин. Но Серкан говорит, что боится за компанию. Тем временем Эда
зашла к Мелле. Та рассказывает ей, что предложила Селин быть организатором ее свадьбы в качестве подарка. Тем временем Джерен приходит в офис к Энгину и начинает ему читать морали из-за вчерашнего вечера. Сравнивая Энгина и Серкана, Джерен нечаянно проговаривается про игру в помолвку. Энгин говорит, что его друг никогда не будет с этим играть. А Джерен советует лучше спросить у своего друга. Серкан будет злиться, что я все рассказала, говорит Эда Джерен. Но советует не переживать, так как через неделю все закончится. Далее Эда с Серканом идут в кабинет Селин. Серкан дает ей документ и говорит, что хочет, чтобы Ферит его подписал. Согласно одному из пунктов, у Ферита не будет голоса в компании после свадьбы. Селин говорит, что у Ферита куча отелей, и он не зависит от работы здесь. И так как это будет оскорбление для Ферита, она не может заставить его подписать. Серкан настаивает, что партнер Коана Карадака не может иметь в холдинге голоса. И вдруг Эда говорит Селин, что они тоже подписали такой же брачный договор. И что тоже скоро женятся. А после свадьбы она не будет иметь права руководить компанией. Айдан позвонила Альптекину по видеосвязи и увидела новую секретаршу. Айдан намерена точно так же свести мужа с ума, так как сходит сейчас она. Она просит Сейфи найти ей красавца, учителя по гончарному делу. Главное, чтобы он был красивым, даже если он не знает гончарное ремесло, говорит Айдан. Узнав новость, Ферит обрадовался, что будет двойная свадьба. Но Эда говорит, что они женятся уже завтра.